Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Summer Arena, и на ней пройдет миррор подрывных генералов Гла. На нижней позиции под фиолетовым цветом Экскал. Сверху под красным цветом стартует Бойко. Ну что ж, обстоятельства, при которых произошел данный поединок, мне неизвестны, но это не делает его хуже. Тут круто все. Миррор генералов Гла. Четырехкратный чемпион мира Экскал, большой и сильный Бойко, который тоже становился чемпионом. Ну и, конечно же, карта Summer Arena, которая давно не новая, это не ранг карта, но с установленным гентулом она загрузится в ваш маппул. Про эту игру я могу сказать, что раньше было куда лучше, чем сейчас. Ну что ж, есть казарма от Бойки, подспамил подрывничка, также ставят военный завод, пока через фейк, есть сапплай, коробочки слева, вот уже норка как раз таки ставится от верхнего гла, можно будет тут свой ресурсный поставить, и ресурсный справа, здесь также есть док снабжения, 21 тысяча баксов здесь на счету, нужно добывать, и норка на центр, все то же самое делает в принципе Экскал, также центральные позиции занимает, так как на этой карте существует 4 вышки, и их естественно в дальнейшем было бы неплохо захватить. Одного ракетчика Бойко садит домик, и уже вышка под контролем красного Гла. Подспамил техничку Экскал, я так понял, что он ее чем-то загрузил. Ну вот, подрывник еще один спамится. Посмотрим, сколько их уже Экскал. 3 есть четвертый уже, и можно ехать подрывать. Сапплай, военный завод и казарма, правда, фейковая. Ну, это понятно, это для того, чтобы для дорабочих сюда какая-то техничка не заехала, там, шальная, да, и всю вот эту вот работягскую, скажем так, братью не передавила. И вот уже течь пришла от Бойки. Она подходит все ближе к военному заводу. В принципе, если там 4 подрывника, можно попробовать 2 здания подобрать. И удалось. Бойке удалось взорвать и сапплай, и военный завод, и временно Экскал не может спамить, и еще и экономически лишился на 1 ресурс, а здесь подорвать не удалось Экскалу, ну разве что временно отменил сапплай. Рабочий сразу же убегает, сапплай будет восстанавливаться, а справа блокировка, рабочих всех перестрелял, нижний гла, и убийство этой технички, даже скрапик не удалось Экскалу отменить, к сожалению. Бойко справился, в принципе, с этой атакой, но Экскал, кстати, получил, на мой взгляд, намного больше как-то, да, вот урона, чем Бойко. Почему? Потому что 2 здания это потерял, и придется их отстраивать, на это нужно сейчас тратить деньги. Ставится фугас. Второй также здесь пониже, рядом с доком, чтобы опять никакая тут техничка не проехала, сразу подорвалась. И слева рабочий, ну, как я и ранее говорил, подвышки, то есть норку надо ставить, потом в будущем, может быть, даже мы увидим и захват. 4 технички поехали вперед, одна со скрапом и с 2 лычками. Лычки, кстати, на всех техничках есть, взял явно Бойко это в повышениях и пока катается по базе Экскала. Подходит поближе к сапплаю, если там какая-то пехота. Я думаю, что там очень много ракетчиков, да, все время, так еще и рабочего Бойко привез, начинает простреливать ресурсный центр Экскалу. Экскал его решает распродать, и опять подрыв экономики. Вновь Экскал, военный ресурсный центр, продолжает свою работу, и минус ребель. Видимо, Экскал уже выучил захват, да, все верно, он захватывает свою первую вышку, справа пока еще никто ничего не делает, да и в принципе Бойко особо-то не спешит, он под вышку тут даже и не подходил. Ну вот Экскал уже одну вышку взял, и норка слева строится, а Бойко тем временем у Экскала на базе катается, норку строить, а Экскала что? Ну у него одна техничка есть тут с ракетчиками, в принципе, больше, видимо, драться-то и нечем. Военный завод восстановил, правда, пока он не настоящий, еще нужно подождать до того, как он станет таким, с которого можно было бы спамить. Ну вот как раз-таки это уже и получилось сделать. Еще одна норка слева, и ребель тем временем бежит под вышку, будет захватывать, я так полагаю. Это будет уже вторая вышка у нижнего глашника. Бойко идет вперед, пробивает норку и до конца ее закрывает. Сеть тоннелей у нижнего гла сокращается, пробивается казарма. Эту казарму можно, в принципе, уже делать настоящей, потому что чуть выше казарму явно Экскал сейчас потеряет. Казарма минус. Спамит Экскал квады. Осталось технички 3 всего лишь. Видимо, где-то потерял ее Бойко. Наверное, когда пытался норку убить. И почему пытался, в принципе, он ее-то и уничтожил. И еще ближе Бойко подходит ко второй казарме. Тут фугас, надо быть аккуратным. Есть там квады, есть ракетчики. Высаживается Бойко. Но драться, я так полагаю, не собирается. Да, с квадами, как бы и с ракетчиками тут бороться 3 техничками, ну, наверное, не вариант. Поставил Бойко фугас, рабочий продолжает бегать по базе Экскала. И справа не контроль абсолютно от Бойки. Тут рабочий стоит, рядом рабочий от Экскала ставит норку, и Бойко никак не реагирует на это, никак не видит вообще этот момент и убегает. Уже некогда здесь фугас ставить, чтобы рабочего отменить. Прячется за вышку. Слева вышка Экскалом захвачена, это хорошо сейчас для нижнего бойца, так как он постоянно сапплай
саплай свои теряет, и выход токсотрактора с квадами от верхнего глашника. И засаживается пехота от верхнего бойца. Домик и пробитие. Минус норка, квады помогают. Саплай Экскал распадает и рабочими убегает на левый фланг. Норка под снос. Вышку можно либо уничтожить, либо перехватить. И, кстати, Бойко захватывает свою первую вышку. Слева у него Саплай качает. На доках также, в принципе, все хорошо. Военных заводов 2. Ну, я так полагаю, что скоро мы увидим уже дворец. И 4-й ресурсный ставится. Вышка уже вот-вот будет захвачена. Решает все-таки Бойко уничтожить вышку в центре. А здесь поставил фугас и подорвался просто. Подорвался здесь ребель от Экскала. И вышка по-прежнему под контролем нижнего гла. И, кстати, восстановил саплай Экскал. У него вновь 2 саплая и плюс еще и вышка имеется. И причем не одна, их 2. И одна вышка только у Бойки. Но у него 4 саплая зато качает. Я думаю, что и здесь саплай, в принципе, верхний гла тоже может ставить. Ему ничего не мешает. Тут под домиками, в принципе, все прикрыто. Еще и норка ставится. А слева тем временем Экскала вышку уничтожает. Бойко работает. Но Экскал идет вперед. Достаточно большая армия юнитов сейчас будет наступать на правый фланг Бойки. Вопрос, если чем контролировать это, ну, выходит квады. Выходят квады, есть Скорпион. Токсотрактор, сразу его уничтожают. Минус квад. Еще ближе подходит Экскал. Большая армия на самом деле. И похоже, что сейчас Бойко лишится своего ресурсного центра. Пока я не вижу строительства дворца. 3 технички, Скорпион и пехота. Пехота в виде подрывников идут вперед. Здесь нора не достроится явно. Саплай вообще распродал Бойко. Хотя бы не дал его уничтожить. Еще ближе нора. Нижний боец поступает. Норку достроить бы было бы неплохо не дать. Здесь рабочего отменить. Но как-то Экскал зажат, что ли. Тут еще скорпы подходят. Они с грейдами на ракеты, в принципе, должны неплохо убивать пехоту. Да, отлично получается на самом деле. Минус Скорпион Бойки. Минус подрывник. Много ракетчиков. Но технички со скрапом очень жестко бьют по пехоте. Еще минус 1 Скорпион. И подрывничок бежит. И сейчас, похоже, всю эту пехоту подорвет. И минус вся атака Экскала. Ну, неплохо зашел на самом деле. Минус саплай, минус норы. Но норка-то осталась тут у Бойки-то. И он саплай восстанавливает. Восстанавливает ресурсный центр справа. На центре также вот один копает. А слева здесь ставится. Это уже в сумме будет, я так полагаю, 5 саплаев. Но слева саплай уже откачал, поэтому его, в принципе, можно продать. Я думаю, что даже есть смысл Бойке уже начать наступать. Он с 2 заводов тут спамит вовсю. Я думаю, что есть у него армия. Но потерял он немало, когда отбивался-то от Экскала. В 2 военных завода также действует и нижний боец. Справа саплай также работает. И осталось на карте только 2 вышки. И у каждого из бойцов есть как раз таки одна справа. Тут Экскала и на центре от Бойки. И вновь попытка атаки. Но попытка атаки, здесь ракетчик, сразу же его квад уничтожает. Надо бить рабочего, фугас поставить не дали. Есть армия у Бойки. Есть армия, и Экскал решил отступить. Почему-то не стал он с ней, не хочет пытаться даже с ней сражаться почему-то. Просто решил уехать. Минус каркас. Достраивается фугас, а слева рабочий от Экскала, который не прокатил. Здесь раньше норка достроилась, чем рабочий начал что-то делать, и фугас ставится перед норой. Норка рядом с домиком. Справа пока стоит армия от Экскала, и Бойко также не спешит наступать. На центре окопался, добывает вовсю. Все у него, в принципе, хорошо. И строится дворец. Что же касаемо Экскала, Экскал также выходит в дворец. Скоро мы увидим технологии, скоро мы увидим черные рынки. И, может быть, даже скатшторм. И 4-й саплай от нижнего гла. Пока, как бы, да, как-то так игра успокоилась. Еще одна норка от Бойки добавляется. И спам, я так понимаю, да, похоже, что Бойко готовит подрыв. Спам подрывников, плюс техничка. И вопрос что? Ну, вышка, я так полагаю, что вышка. Так тут ответная течь пошла, вопрос что? Подрывать военный завод, я так полагаю? Или это был подрыв вышки? Это был подрыв вышки, можно отменить рабочего, да не вышло. Он бы дворец бы подольше бы строил, естественно. А техничка, нагруженная подрывниками, идет вниз по карте. И я так полагаю, что она с одной целью, она просто подорвать. Она подорвать вышку. Но пока просто стоит, Экскал еще больше здесь нор дает, саплай качает, тут бы рабочих было бы неплохо добавить. Выходит армия, там Бойко наступает, как будто бы отвлекает внимание, подрывники высаживаются и вышка минус. Все, вышек на карте не осталось. Бойко наступает. Экскал уходит обратно в сеть тоннелей. И, по всей видимости, эти норы будут уничтожены. Слишком большая армия, и очень уверенно идет верхний боец вперед. Все.
Норы уничтожены. Есть там немного юнитов у Экскала. Ну, как-то маловато на самом деле. Такую армию будет тяжело убить по таким минимальным числом. А здесь до сих пор, кстати, стоит от бойки шальной такой фугас. И очень было бы печально для Экскала, если бы он бы просто приехал всей армией сюда и подорвался. Выстраивается черный рынок. Дворец готов. Вновь выпад. И это Экскал. Минус ракетчики в домике. Еще один Дроксотрактор также наступает. Пехота минусуется. И армия выходит. И очень зажата на самом деле. Есть норка позади. Мне кажется, что лучше выйти оттуда, чем так друг на друге. Они тут вылазят. Это сплэш урон. И байк появляется. Появляются байки. Также готов дворец, я так полагаю. И выход в командный центр. У бойки уже 4-й ранг. У Экскала пока только 3-й. Большая армия у красного угла. У Экскала такое ощущение, юнитов становится поменьше, чем у бойки. И, кстати, в домике свою пехоту посадил Экскал. Можно, в принципе, попробовать пробить сапплай, плюс добавить еще юнитами и уничтожить в бойке немного экономики. Было бы неплохо на самом деле. Здесь рабочий справа фугас поставил, норку было бы неплохо также добавить. И вот поставить бы еще норку бы и пехотинцев вот в этот домик посадить. Ну что мешает просто взять, заказать тот же Токсотрактор и всю эту пехоту уничтожить. И дом уничтожил, кстати говоря, бойка. Но пехота осталась, и эту пехоту было бы неплохо, было бы как-то, ну нельзя ее терять на самом деле. Зачем отдавать ранг, чем терять юниты? Пробивается домик. Там у бойки ракетчики и байки хотели подъехать, подорвать армию, да не вышло. Но есть еще один, бойка работает, но Экскал на страже. Экскал на страже и байк минус. Есть ответный. Есть ответный, но вопрос, что это? Что будет делать Экскал? Что он будет подрывать? И подрывать ли? Ну это подрывник едет. Едет подрывник, просто может разведка какая-то. А вот можно как раз таки радарный фургон пробить. Почему бы и нет? Может быть он думал, что здесь какая-то наспамленная армия есть, но нет. Уничтожается радарный фургон. Придется теперь бойке заказывать новый. По-прежнему идет добыча, причем уже и в 3 ресурсных центра. Здесь на центральной части карты уже добывает верхний глашник, а вот Экскал, ну, уходит в спам вторичной экономики. Он только на базе, по сути, добывает. Ну вот справа еще сапплай работает, ну там буквально еще чуть-чуть коробок. И, в принципе, все. И выход в Скат-Шторм. Спамятся во всю черные рынки. Вышел Джарман Кэл, пошел вперед. Экскал поехал квадом, пробить по рабочим, но есть ответочка. Тут еще подрывник, кстати говоря, был, но подрывника уничтожили. Ну и через рабочих в итоге квад минусуется, и бойке вновь нужно своих рабочих-то восстанавливать. Добавляется норка. Справа, напоминаю, есть фугас. Сапплай, кстати, откачал. Ну и на последнем доке снабжения на базе здесь осталось еще 6800, и в принципе все. Ресурсы штатные, как-то до стартовые, они подзакончились. Теперь добывает только на центре, и также, кстати говоря, верхний глаз спамит вторичную экономику. Скат-Шторм пока не выходит, пока только все во вторичку, и норки здесь на базе побольше на всякий случай, потому что уже скоро 5-й ранг, а там скрытая атака, которую нужно контрить. И вот уже появляется первый Скат-Шторм на карте. Это Экскал, и... ставится норка, кстати, еще одна. Ну, опять же, прикрывать это супер оружие, чтобы бойка сюда не доехал и не уничтожил этот Скат-Шторм. Но здесь рабочий просто стоит. Можно было бы где-нибудь и тут, допустим, норочку также дать. Но пока этого никто не делает. И байки поехали, и байки сразу же подорвались. Здесь был фугас. Бойка как будто чувствует, что это могло произойти. И байки ответные поехали, и будет сносить верхний глав позиции. Нижнему почти закрыл здесь сеть тоннелей. Рабочих также минусуют квады. Ну и под снос идет сапплай. Но Экскал времени даром не теряет и также идет вперед, уничтожает норы на пути ресурсов. Но тут добывать-то уже особо нечего. Бойка решает распродаться. Экскал, видимо, свой сапплай все-таки потерял. И на пути рынки. Здесь всего лишь одна норка рядом с этими черными рынками-то. И дальше уже Скат-Шторм. Делает выпад Экскал, прогоняет пока что бойку. И бойка, кстати, дает норку сюда поближе к этим позициям. Добыча вовсю идет. И сапплай, кстати, перестраивает. Здесь ведь тоже коробки есть. Ну вот зачем, только непонятно. Вот же был сапплай. Ну, бойки виднее. Начинается стычка. Подъехали байки. Причем слева так зашли. Ну же, взрывайся, взрывайся. Ну и минус еще 2 квада. Норка достраивается. Есть Джарман Кэл. Ракетчики будут помогать. И еще и байк подъезжает. Но похоже, что не будет использовать его бойка. Тут так, в принципе, отбивается. А ракетчика можно с корпуса забрать. Почему бы и нет.
Еще байки и выход Скатшторм. Также выход Скатшторм, но Экскала Скатшторм построился быстрее, а значит запустит он его быстрее. Ну и вовсю наращивает вторичную экономику нижний боец. На центре остается все меньше и меньше ресурсов. И, кстати, вот этот саплай вообще можно продавать. Настреливает Экскал по домикам, хочет лишить здесь бойку прикрытия. Квада отступает, ракетчики Джарман Кэлла спалили, и ответочка пошла от Экскала. И похоже, что потеряет сейчас бойка своего Джармана. Попытка также выпада, но Экскал уходит, добавляет народ. Но здесь было пробитие по черному рынку. Поэтому Экскал решил выйти и отогнать просто верхнего бойца. И, кстати говоря, и здесь также бойка ставит свой ресурсный центр. Еще поближе сюда, к этим коробкам. А этот раз продает. Ну, интересное на самом деле решение. То есть, ну, как-то многовато, мне кажется, тратит бойка на постройку этих саплаев. Но, опять же, я повторюсь, бойки виднее. И еще один Скатшторм. Еще один Скатшторм рядом, нора, естественно, на защиту. Еще один рабочий подходит. Возможно, и тут где-нибудь норка будет стоять. И Экскал слева начинает наступление. Есть защита, есть и норы, есть юниты, ракетчики, как бы, но... Что-то мне подсказывает, что Экскал все-таки одну из норт заберет. Но вот идет байк вперед, и можно 4 квада забрать, но только 3, но уже хорошо. Отличный байк на самом деле. И близко подошел бойка, будет позиции, ко всей видимости, уничтожать. Такое ощущение, что у Экскала как-то маловато по ресурсам. Но у него только что, у него только черные рынки, добывать ему уже, по сути-то, нечего. Здесь также бойка работает, пробивает по норке с помощью квадов. Слева отрабатывает позиции, и Экскал идет своими байками и подходит, и всю армию практически бойки сейчас развалил. Еще ближе красный глашник идет. Но надо отступать. Здесь 2 квада против одного, просто потеря. Просто потеря юнита. И опять же кэш-баунти. И, кстати, у бойки уже 5-й ранг, минус 2 ракетчика здесь был. Экскал отработал. Экскал еще до 5-го ранга работать и работать. И вот она, скрытая атака. У бойки появляется уже первый Скатшторм. И вопрос, что же вырезать? Ну, квады, байк тут вышел через квад, кстати говоря, подорвал половину армии здесь. Экскал бойки, и через репель амбуш еще и до конца закрывается полностью. Скатшторм все-таки удалось бойке добраться до него. Армию, правда, он все свою потерял. Ребель амбуш также пришлось использовать. Но, тем не менее, Скатшторм уже по базе верхнего глад не запустится. И сейчас еще и второй появится, кстати говоря, у Экскала. Еще и токсобомбу здесь прокинули на 3 военных завода сразу. Тут, я не знаю, на токсотрактор надо заказывать, очищать токсины. Ну и что-то думать по поводу СВ, потому что там 2 Скатшторма сейчас начнут на таймере стоять просто. И вот как раз таки выпад справа. Есть юниты, идет вперед Экскал, там впереди байки, надо быть аккуратным, почему-то они остановились, бойка не контролит, похоже, что сейчас будет потеря квада. Квад минус, на пути ракетчик, ну квада не без проблем, в принципе, справятся. Ну а дальше норы. Дальше норы, я думаю, что есть у верхнего глашника армия для того, чтобы защищаться, но пока я только вижу 3 квада. И 5-й ранг появляется. Появляется 5-й ранг, минус байк, но и байк забирает с собой 2 квада. Минус армия бойки, выходит Скорпион. Рабочим можно пробовать подхиливать. О, военный завод, и тут ребель амбуш. Ребель амбуш и военный завод сейчас бойка потеряет, но там на пути Батлбас, который, в принципе, должен справляться с этими 4 юнитами, плюс еще и нора помогает. Но хочет явно Экскал подъехать к Скатшторму, но... Здесь так все сильно задефано, в принципе, второй Батлбас, или это тот же самый Батлбас. Плюс Скорпион подходит, ну вот эти квадов можно попробовать, в принципе, повыцеплять. В принципе, бойка этим и занимается. Минус 1 квад, минус 3-лучковый сейчас будет. И 3-й, в принципе, можно забрать. Батлбас-то получал, надо возвращать его в тоннель, пускай он там подхиливается. И токсобомба на центр. На рабочих. И подрывника здесь, по-моему, потерял бойка. Справа рабочий от Экскала. Ну, пускай на дальняк побегает, подобывает коробки, почему бы и нет. В принципе, ресурсы уже на карте все позаканчивались. Теперь только через вторичку. Скрытая атака открывается, но бойка реагирует моментально. Реакция моментальная и сразу же закрыл. Армия достаточно большая, плюс еще и Батлбас, поэтому все это без проблем контрится. Квады справа. Квады справа, Экскал пытается подойти поближе, пока только как будто вот просто готовится, да, готовит какой-то такой плацдарм, что ли. Квады просто раскатывают, непонятно, правда, пока зачем. Хотел даже норку здесь Экскал построить, но отменил каркас. Еще юниты добавляются, Джарман Кэлл выходит. Байки идут вперед, там на пути 2 рабочих, танки Скорпиона, но
много очень квадов, поэтому тут не заставит труда, в принципе, с этим Скорпионом разобраться. Но там есть еще. Там есть еще армия плюс бас. Поехали байки. И минус 2 юнита только, к сожалению. Но можно было, конечно, попробовать и получше ими распорядиться. Но как получилось. Перебивает, в принципе, Экскал Бойку здесь. Тут только Батлбас остается. И мне такое есть ощущение, что Бойко справится. Да, осталось еще буквально 2. Плюс еще Скорпион один выжил здесь. Но все-таки Экскал его себе забирает. И минус последний квад. Бойко потерял достаточно много юнитов, но отбился. Джерман Келл палится. Это Экскал тут бегает. Бойко подходит поближе, просвечивает явно. И пошли байки вперед. Сейчас попробует забрать квад вместе с Скорпионом. Минус. И еще один Скорпион левее. Чуть-чуть тоже получилось забрать. В принципе, неплохо. И, кстати говоря, что здесь по скатштормам-то у нижнего бойца? А ничего, он его просто не строит. Вторички не так много, у Бойки, в принципе, тоже там не особо много квадов, точнее, много рынков. Ну сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, это фейковый, ну ладно, 7, 8, 9, 9 рынков сейчас у верхнего гла, у нижнего раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в принципе, одинаково. Одинаково, в идеале бы хотя бы 12. Вот хотя бы 12 черных рынков уже прям вот нормально, прям можно, как говорится. Ну плюс не забываем еще про кэшбаунти. Но у Бойки против... Ух ты, ребелямбуш, и вся армия Экскала сейчас просто была уничтожена. У Бойки помимо повышений, помимо того, что есть кэшбаунти, помимо того, что есть токсобомба, да, там вот это вот все, скрытая атака, так у него еще и 2 скатшторма. На его счету еще 2 скатшторма, которые, в принципе, если одинаково вдарят, как бы, ну... Как минимум 4 черных рынка, я думаю, что они могут забрать. Один залп сюда, допустим, один сюда. И у Экскала становится не 8 рынков или 9, там сколько у него, а уже 4. И это еще куда хуже ситуация получается. А там через скрытую атаку просто приезжаешь и добиваешь до конца своего соперника. И запуск. Скатшторм полетел. Вопрос, что Бойко будет уничтожать. Я думаю, что скатштормы, да. Ой, точнее, черные рынки. 2 рынка минус. И вот уже экономика у Экскала начинает страдать куда сильнее. Открывается скрытая атака. Экскал отвлекает внимание своего соперника. Батлбас. Скорпионы пытаются отбиться от армии Экскала. Джерман Келл здесь бегает. Ракетчики. Пробитие по пехоте. Надо рабочего уничтожать. Экскал хочет попробовать подойти хотя бы к одному из скатштормов. Просто его уничтожить. Но там через 3 секунды запустится вот этот. Тяжело. Тяжело нижнему бойцу, и может быть какое-то чудо произойдет. Ребелямпуш и минус Батлбас. Может все-таки отобьется как-то, как точнее вырвется как-то все-таки Экскал вперед или нет? Или все-таки это уже мы плавно идем к поражению? Да, и именно туда, куда я и говорил, идет второй скатшторм. И вот, пожалуйста, осталось 1, 2, 3, 4 черных рынка. По экономике, конечно, сейчас нижний боец очень сильно страдает. Добавляются еще квады. Здесь квад не дает добывать оставшиеся коробки. Экскал его оставляет. И токсобомба. И токсобомба, которая заберет сейчас, ну, половину точно. Половину юнитов точно забрал. Даже больше. Почти всю армию сейчас Бойко забрал у Экскала. И мне кажется, что для Экскала это уже конечно. Он возвращается, конечно, своими юнитами обратно в норку, больше уже не строит ни черные рынки, ничего он, в принципе, уже не делает. Он просто спамит с оставшихся 2 заводов, причем один из них почти наполовину каленый, просто пытается что-то подспамить, как-то атаковать, но, по-моему, все это уже бессмысленно. Открывается скрытая атака. Завод, видимо, хочет Бойко Экскалу убить. Причем, да, вот тут же есть каленый, можно попробовать, но есть армия у Экскала. И эта армия, в принципе, заставляет Бойко уйти и потерять скрытую атаку. То есть скрытая атака в никуда. Военный завод остается жить. Здесь бы было бы неплохо рабочего поставить, и пускай он чинит этот военник, чтобы никакой ребелямбуш его не добил. Спамятся Скорпионы. И военных заводов, я ошибся, военных заводов по-прежнему у Экскала 3. Полностью заполнил здесь сеть тоннелей нижний боец, а верхний, ну, вторички здесь очень много, он подспамил еще. Нор справа, в принципе, вот тут надо стингер достраивать, почему-то тут рабочие нету, надо вести. Еще один черный рынок строит Бойко. И, кстати, демо-байки здесь, рокет-баги появляются, куча радаров, как бы все просвечивается, в принципе. Токсобомба пошла.
Открывается скрытая атака, Токсобомба, по всей видимости, не долетает. Да, не получается военные заводы временно хотя бы перекрыть. Экскал неплохой армией тут пришел, плюс еще 3 Скорпиона вышли. Есть, в принципе, Бойки чем отбиваться. Почти закрыл одну из норм, но мне кажется, что Экскал здесь вроде бы как выглядит посильнее, но, по-моему, все-таки Бойко, он еще добавляет юниты. Бойко, по идее, может даже и перебьет. Да, тут еще и байки подъезжают. По-моему, все-таки Бойко в этой дуэли будет выигрывать. Все, вся армия Экскала закрыта. И денег у него катастрофически мало. Скрытая также под снос. Токсобомба не прокатила. И достаточно большая армия идет вперед. Ну, в принципе, можно прямо на центр идти, уничтожать дворец, уничтожать рынки, командный центр, чтобы никакие повышения уже не прилетели на Бойку. Ну, Экскал не сдается. А вот тут на пути фугас, кстати говоря. И минус 2 юнита. Правда, только 2. Еще Скорпионы идут вперед. Даже уже не жалеет свои квады, свои Скорпионы Бойко на домик. Но там всего лишь один ракетчик был. Ребель амбуш. И минус почти вся армия. Да там вся армия погибла у Экскала. И Экскал терпит поражение. Мы победили. Очень даже интересный, насыщенный поединок на события. Как я и ранее говорил, игра из разряда раньше было лучше. Бой окончен, статистика на экране. С вами был Алекс. Играйте в генералов.